Всем респект, с вами Фиспект. Мало кто знает, но свой канал я начал с рубрики «Бюджетный набор геймера» БНГ, где я помогал вам собрать хороший игровой сетап за небольшие деньги. Целых 3 года прошло с тех времен, но людей, которые просят совета в выборе девайса, все больше и больше. И я решил собрать всю волю в кулак и поставить финальную точку и наконец ответить на вопрос, какие девайсы самые лучшие за небольшие деньги. Мы пробежимся по всем аспектам: клавиатуры, мышки, наушники, микрофоны, коврики, кресла, веб-камера, да блин, даже столы. В общем, все, что нужно настоящему геймеру. Мои советы основаны как на личном 5-летнем опыте, так и по совету друзей, подписчиков и людей, которые всю жизнь посвятили девайсам. В общем, объективненько и по фактам. Девайсы, купив которые, ты точно не пожалеешь, а вряд ли лучше найдешь за такую цену. Ну и естественно, пишите свои находки крутых девайсов и свои сборки в комментариях, будет очень интересно почитать. И если рубрика вам зайдет, будет обязательно продолжение. А пока я надеюсь, ты взял что-нибудь очень вкусненькое, ведь так смотреть мои ролики гораздо интереснее. Приятного просмотра. Это переход, короче. Больше половины девайсов из сегодняшнего ролика лучше всего покупать на Алиэкспрессе. Там выходит гораздо дешевле, чем в наших магазинах. К тому же с 27 по 30 сентября будет проходить громадная распродажа со скидками до 80%, на котором можно нехило сэкономить, особенно с кэшбэк-сервисом Мегабонус, который вернет еще 30% кэшбэка. Вы, скорее всего, уже пользовались кэшбэком с покупок по банковским карточкам, а тут все гораздо проще. Выпускать карту не нужно. Мы просто переходим на сайт и регистрируемся, выбираем нужный интернет-магазин, кликаем по кнопке «Активировать», и Мегабонус перенаправляет вас в магазин, где вы, как обычно, совершаете покупки. После этого Мегабонус начисляет вам кэшбэк за вашу покупку. Деньги приходят не какими-то баллами, а настоящими долларами, которые можно сразу же вывести. Помимо Алиэкспресса, у Мегабонуса есть куча других интернет-магазинов, но хочу обратить особое внимание на горячую распродажу на Алиэкспресс. Не упусти возможность купить со скидкой и вернуть до 30% с Мегабонус. Заходи на сайт почаще, чтобы проверить, какие проходят акции с повышенным кэшбэком. Это отличный способ получить 5-кратный кэшбэк и сэкономить еще больше. Возвращаясь к каждой покупке в интернете, за год можно сэкономить приличную сумму, и бонусом для моих зрителей по ссылке в описании дает плюс 2 уровня лояльности на 14 дней. Количество использования всего 1000, поэтому скорее беги по ссылке в описании, регистрируйся в Мегабонус и начинай получать кэшбэк с каждой покупки в интернете. Это переход, короче. Начнем подборку наших лучших игровых девайсов за свои деньги, пожалуй, с мышек, потому что, как по мне, это самое важное, на что следует обратить внимание и на что следует вложить как можно больше денег из вашего бюджета, когда вы себе собираете игровой сетап. И очень важно, я всегда говорил и буду говорить, что мышка — это не только сухие характеристики, какой хороший сенсор, микрики и так далее. Очень важно, чтобы форма вам идеально подходила. Как, например, самая хайповая мышка G102, откровенно говоря, кусок мыла, который не каждому подходит, и я в том числе. Но, например, прямо сейчас моя девушка сидит именно на этой мышке, и никакую другую она не хочет, потому что эта форма для нее почему-то идеально подходит, поэтому нужно обязательно щупать перед тем, как брать какую-либо из мышек. И раз уж начали про G102, давайте с нею и закончим, потому что сейчас не все так однозначно, как было пару лет назад. Раньше была версия Logitech G102 Prodigy мышка, если вам подходит по форме, идеальная по соотношению цена-качество, потому что в ней стоял отличный сенсор Mercury, который невозможно было сорвать. Сейчас же эту версию обновили, теперь она называется Logitech G102 LightSync. Собственно, а что изменилось? Prodigy, LightSync, какая разница? Ну, у LightSync, например, стал хуже сенсор, теперь его люди могут сорвать. Добавили новые цвета мышки и новую подсветку RGB-шную, красивую такую. Также цена, например, в DNS в момент перед запуска, если Prodigy можно было взять за 1700 рублей, то LightSync теперь стоит 2200. Если вас устраивает форма этой мышки и вы хотите ее себе взять, то в DNS есть только LightSync за 2200 рублей, и это не самая лучшая мышка по соотношению цена-качество. В тот же момент на Алиэкспрессе есть как и Prodigy, так и LightSync, и стоят они гораздо дешевле. Поэтому тут совсем все неоднозначно. Я прям вам советую пойти в DNS, пощупать ее руками, и если вас форма устраивает, тупо заказать на Алиэкспрессе, а Prodigy или LightSync выбирайте уже сами. Лично я, если бы меня устраивала форма, взял бы LightSync с Алиэкспресса, потому что в ней хоть стоит и хуже сенсор, чем Mercury, но все равно он хороший, а также она очень красивая, с офигенной подсветкой, что тоже немаловажно. Ну и как итог, хорошая мышка, но только если вас устраивает форма и вы заказываете с Алиэкспресса. Идем дальше. Игровая мышка Deluxe M800, пожалуй, лучшая мышка по своей начинке до 2000 рублей с Алиэкспресса. Вот лучше реально не найдете, именно по начинке, потому что здесь стоит самый топовый сенсор Pixar 3389, который невозможно сорвать, и микрики Kail Gem 8.0, это, наверное, мало о чем вам говорит, но в общем она кликает хорошо и кликать будет долго. Главная визитная карточка этой мышки то, что она безумно легкая, 58 грамм, при этом на ней нету этих сраных сот, которые лично мне очень не нравятся, в них забивается пыль, да и выглядит стрёмно. Эта мышка будет гораздо интереснее по форме, чем G102, она очень легкая, у нее отличный сенсор, отличные микрики, все прекрасно, но везде есть свое но. Как, например, именно у этой мышки отличнейшая начинка, но при этом сэкономили на качестве сборки, и, например, боковые и верхние грани немного продавливаются, при этом без люфтов, без скрипа,
клипов просто продавливаются. Вот прикол такой у мышки. Если вас это устраивает, то это лучшая мышка 2021 года с Алиэкспресса. Берите и точно не пожалеете. Также еще из интересных вариантов Razer Desader V2 Mini и Razer Viper Mini. Но тут есть один прикол. Мышки идеальные как по начинке, так и по сборке, так и именитый бренд, красивая коробочка и вот это вот все. Но есть одно но. Подходит только для маленьких и средних ладоней, потому что мышки маленькие и легкие. Лично я в последнее время все больше начинаю любить Razer. У меня была мышка Basilisk V2, это была самая удобная и лучшая мышка, которой я пользовался, и она была от Razer, со свои деньги купил. Недавно для стримов купил себе вебку от Razer, она оказалась дешевле и лучше, чем вебки от Logitech, самые именитые вот эти C922. Хоть у них на некоторых девайсах оверпрайс дикий, особенно клавиатура это полная Г, но с мышками на Алиэкспрессе, которые продаются, и какие-то отдельные девайсы, у них все прекрасно, поэтому не советую прям хейтить, просто рассмотрите, присмотритесь. Хорошие мышки, почти все друзья сидят именно на Viper Mini почему-то. И лично я, если подводить итоги по Алиэкспрессу, что бы я купил? Либо Deluxe M800, либо Razer Viper Mini. Остального с Алиэкспресса за маленькие деньги лично я бы не взял. В ситуации, если вы не можете заказать с Алиэкспресса и нужно прямо пойти в магазин, пощупать и купить, то советую присмотреться к Z Gaming HX Mini. Она отлично подойдет для средних ладоней. И Z Gaming H Air, она легкая, ну и у нее сенсор похуже, но все равно неплохо за свои деньги. И вообще компания Z в 2021 году это как Блади, только здорового человека. Делают реально неплохо и бюджетно. Советую, в принципе, присмотреться к их девайсам, если покупаете именно в СНГ. Надеюсь, вы выбрали себе идеальную мышку, а мы переходим к клавиатурам. И здесь все капец как сложно, но я постараюсь максимально кратко и без воды. Запомните, до 4000 рублей хороших игровых механических клавиатур не существует. Вы захотите их поменять буквально через полгода, потому что они будут с какими-то проблемами. Именно поэтому, хоть и 4К звучит как много, но в 2021 году это именно бюджетные клавиатуры. И сейчас мы будем выбирать самую лучшую. Сразу отметаем покупку клавиатур с переключателями, которые щелкают, всякие блюшки и тому подобные свечи, потому что мама будет тебя ненавидеть, и друзья будут в дискорде тебя посылать, на стриме будет сидеть некомфортно, и играть, в принципе, тебе будет уже через 2 месяца некомфортно, она начнет тебя бесить. Поверьте, все через это проходили, и если ты хочешь, чтобы щелкал, ну, миллион раз задумайся об этом. И слету GK61, если вас полностью устраивает 60% клавиатуры, без нумпада, без эфок и без кнопки Йо, без стрелочек, вот это вот все, если вас это устраивает, это лучшая механика на сегодняшний день. Стоковые переключатели Gateron, они оптические и имеют ход свап-систему, то есть ты можешь в любой момент любой свич заменить на любой другой, например, чтобы щелкало, чтобы попробовать каково это. Как я уже и сказал, на 60% есть большая вариация свечей, с какими именно ты хочешь заказать. У нее есть Bluetooth версия, стоит всего лишь 3500 рублей, за эти деньги ты получаешь максимум, что можно получить за такой прайс, лучше не найдешь. На клавиатуре очень много делают кастомных клавиатур, лично ты, купив ее, можешь потом ее проапгрейдить и, возможно, даже укрутиться в мир моддинга. Короче, идеальная клава. Прямо сейчас на ней сидит моя девушка, и лично я в своей жизни просто за такие деньги лучше клавиатуры не пробовал. Из минусов она 60%, и из-за этого кнопки немного сдвинуты, и к ним придется привыкать. Но если тебя все устраивает, то это идеальная клавиатура. Если вам по каким-то причинам для игр нужен нумпад, например, что-то забиндить, и вам нужна именно 100% клавиатура, то здесь не особо разгуляешься, потому что чем больше клавиатура, тем она дороже в производстве. Идеальную 100% клавиатуру среди бюджетников ты, конечно, не получишь, но за 4500 рублей Z Gaming Blade K180 неплохой вариант на Каилах. Все же я приверженец того, что клавиатура должна быть максимально компактной, чтобы было больше места для мышки. Как-никак ты в игре целишься, и чем меньше DPI, тем больше точности, вот это вот все. При этом мне не нравится 60% клавиатура, так как нужных кнопок у тебя тупо нету. Например, стрелочки очень полезны, когда ты навигацируешься по тексту, а также кнопка Print Screen, тупо дефолт для любого современного человека, чтобы делать скриншот, отправлять друзьям. Именно поэтому я бы взял себе клавиатуру RK68. Это практически то же самое, что GK61, только с дополнительным блоком вот этих вот кнопок нужных. К тому же за 4400 рублей ты получаешь клавиатуру, которая может работать по Bluetooth. У нее все так же есть ход swap система. У нее все так же неплохо смазано, простабилизировано. И самое интересное, здесь стоят не Cherry, не Gateron, а свои переключатели TTC. Тест, как звучат эти переключатели, я оставлю по ссылке в описании, но если лень смотреть, то тупо они не хуже ни Cherry, ни Gateron'ов. Нормальные переключатели. Но все же лучшая клавиатура среди самых бюджетных это GK61. Главное смириться с 60%. Идем дальше. Наушники. И тут, извините меня, я буду навязывать вам свою философию. Уже 3 года я сижу в наушниках AirPods от Apple. Это самые лучшие наушники, которые у меня были, которые я не променяю никогда ни на какие полноразмерные, даже за 1100. Они не сравнятся вот с тем, что я сейчас получаю. А конкретное качество звука лучше, чем в полноразмерных наушниках даже за 8000 рублей. Сравнивая с HyperX, Apple звучат лучше. Позиционка в играх работает отлично. Я слышу, с какой стороны противник. Спереди, сзади, на 360 градусов я всегда могу понять, где он находится. А теперь самые главные плюсы. При долгом сидении за ПК мои уши не устают, не потеют. Моя макушка не натирается от полноразмерных наушников. Стоят они дешево, учитывая, какое качество ты получаешь. Ни одни полноразмерные наушники с этим качеством не сравнятся. Очень удобно, допустим, если ты с кем-то живешь, с кем-то разговариваешь во время сидения за ПК, просто снять одно ухо и начинать слышать все, что происходит вокруг. В любой момент можешь их отсоединить и подключить к своему телефону, если, конечно, у тебя не Apple, потому что там 3,5 мм нету. Но и отдельный плюс конкретно для
меня, так как я блогер, иногда немного стример, это тупо эстетичнее и красивее выглядит, когда ты на стриме сидишь в таких наушниках, а не в полноразмерных бандурине какой-то. Для многих это не показатель, но почему-то многие люди, которые начинают сидеть в Apple наушниках, просто не переходят потом на полноразмерные. Первое, что приходит на ум, это Куплинов, Братишкин, да большинство блогеров, да даже и не блогеров, люди, которые просто попробуют посидеть вот в этом, если для ушной раковины это подходит, им конкретно этот формат наушников, они будут сидеть на них всегда, потому что они безумно удобны и универсальные. Без капельки привлечения и сарказма, если наушники Apple вашему уху подходят, не давит и вам в них комфортно, это будут лучшие наушники, которые вы себе купите за такие деньги, я вас уверяю. Но если по каким-то причинам вам наушники Apple не подходят и вам нужны именно полноразмерные, то сейчас самые лучшие наушники за 2К это Havit H202D. Внимание, сам я ими не пользовался по понятной причине, у меня Apple, я их не хочу менять, но по всем отзывам в интернете сейчас просто тупо нету лучше. Друзья ими пользовались, говорили, да, это капец как стоит 2К. Больше мне про них сказать нечего, потому что моя философия заключается в AirPods, и я топлю за то, чтобы люди покупали именно AirPods, потому что они офигительные. Но если вам нужны именно полноразмерные и AirPods вам не подходят, то за 2000 рублей вы лучше сейчас наушников не найдете. Об этом говорят отзывы в интернете, количество заказов и друзья, которые покупали эти наушники. Они тупо лучше за свои деньги. Далее мы переходим к микрофону. Это очень важно для любого геймера, потому что сидеть в дискорде с друзьяшками и говорить что-то в игре, это очень важно. И думаю, тут все очень очевидно, и все со мной согласятся, конечно же, Fifine. Самые лучшие микрофоны среди бюджетников они сейчас делают, и с этим спорить никто не будет. Если брать на Алиэкспрессе, Fifine K669. Если брать у нас в DNS, то Fifine K680. И обязательно возьмите к нему стойку, пантограф. Тем самым банально освободится место перед вашей клавиатурой, и вы будете говорить микрофон гораздо плотнее и басистее, из-за чего ваш голос будет тупо приятнее. Если же вы хотите что-то посерьезнее и прям игровое, то недавно Fifine выпустил микрофон K685, и он прям реально пушечный. Он похож на пушку. Он с подсветкой, он офигенный и он направленный. То есть посторонние шумы вообще не будут записываться. Это пародия на популярный микрофон Shure SM7B, который в полном комплекте стоит около 70 тысяч, а тут всего лишь 8К. За подобное качество звучания это маленькие деньги, но, к сожалению, не вкладывается в наш бюджет дешевого набора геймера, потому что можно взять дешевле, но если вы хотите раскошелиться, то это реально офигенный микрофон. На Fifine K680 есть обзор на моем лайв-канале, а Fifine K669 я тестировал в одном из роликов на своем канале, так что можете смотреть, тестировать отличнейшие микрофоны. Идем дальше к веб-камере. Если ты не тупо глэк и не только думаешь о играх 24/7, а еще и думаешь, как это можно монетизировать стримами, то тебе нужна веб-камера. Честно говоря, я был в шоке, когда купил себе веб-камеру Razer Kaya, потому что она оказалась дешевле и лучше по качеству, чем Logitech C922, самая популярная вебка на сегодняшний момент. На эту веб-камеру, кстати, стримит еще и Папич, но это вообще не показатель, главное, что камера тупо лучше и дешевле, чем самый популярный его конкурент. На лайв-канале у меня также есть обзор на эту вебку. В общем, теперь я буду топить за то, чтобы люди не покупали C922, потому что она хуже, а эта камера лучше и дешевле. Поэтому, люди, не будьте дураками, не покупайте ничего от Logitech. Игровой коврик. Здесь можно такую тираду завести, как они отличаются, какое покрытие, что лучше, что хуже. Но знайте одно, чем больше, тем лучше. И выбирайте самый красивый принт. Для меня коврик в последнее время стал чисто утилитарным атрибутом. И если уж и заказывать, то именно ту картинку, которую ты хочешь, с кастомным принтом на Алиэкспрессе. Ты просто даешь китайцу рисунок, и он его наносит на коврик. И тебе приходит ковер большой с твоим рисунком. Вот это круто. Все остальное вообще не важно. Если что, ссылки на все есть в описании. Там же есть и китаец, которому ты отдаешь свою 18+ картинку и получаешь прикол реально. Игровой монитор. Я их постоянно менял, постоянно улучшал, постоянно пробовал новые бренды, новые фирмы, и получилось так, что AOC самые крутые. Игровой монитор 144 Гц у них выйдет в 15 тысяч рублей. Но почему именно AOC? У них капец какие тоненькие рамки, у них нету убогого дизайна, у них отличнейшая ножка, которая вставляется просто одним щелчком. Ну и в принципе красиво выглядит. Короче, игровые мониторы AOC это дешево, красиво и удобно. А все остальное, чтобы я не пробовал и не видел на полках в DNS, выглядит хуже и стоит дороже. Короче, AOC реально крутые мониторы. Игровое кресло. Тут печальные новости, бюджетных не бывает. Любое бюджетное кресло развалится у вас через пару месяцев, а кожа, которым она обклеена, расклеится просто в мясо. Посмотрите, что случилось с моим креслом Блади, которое я купил, получается, 2 месяца назад. Ему хана. Поэтому, если и брать игровое кресло, то сразу хорошее. А хорошее начинается от ценников 19 тысяч рублей. Cougar Explorer Black. Cougar, в принципе, делает неплохие кресла. У них есть еще Cougar Rampart, он дороже, но и чуть-чуть получше. Но это вот прям самое начало. 19 тысяч рублей. Cougar Explorer Black. Ниже некуда. Тут сэкономили на колесиках и подлокотниках. Будем честны, не самые важные части в игровом кресле. При этом эти деньги вложили в более важные части. А это очень важно, чтобы под жопой было не DSP фанера, а нормальная металлическая пластина, которая не размокнет и не продырявит вашу жепу. А также крестовина, которая не пластиковая, а металлическая, которая очень увеличивает срок службы вашего кресла. Короче, 19К и именно это кресло, это самое начало, с которого следует вообще в принципе смотреть на игровые кресла. Все, что ниже, развалится очень быстро. И сейчас внимание, я предлагаю вам вообще не обращать внимания, какие подлокотники у кресла, потому что следующая тема это игровые столы. И тут я хочу посоветовать
столы именно с вырезом под тело, потому что это капец какая имба, это очень удобно. За всю свою жизнь я сменил 4 стола, и когда на втором у меня был вырез под тело, я от него просто не смог отказаться, и все последующие столы у меня были именно с ним. Также девушке я купил стол с этим вырезом, а все потому, что это безумно удобно, когда у тебя локти лежат на столе, а не на подлокотниках, они нигде не болтаются, они максимально устойчивы, тебе просто в принципе комфортно. Комфортности плюс 100. В DNS есть столы с этим вырезом, и стоят они примерно 6000 рублей, а это сразу плюс комфорт, поэтому если есть лишние 6к на новый стол, и вам нужно именно бюджетный стол, то неплохой вариант. Пойдет, потому что комфортности прибавится точно. И столы это было последнее, что требуется для настоящего геймера, который не хочет отдавать лишние деньги за оверпрайс дичь и хочет максимально экономно собрать себе бюджетный набор геймера. На этом мы будем постепенно заканчивать, и давайте подводить итоги. Что лично я бы себе купил, если бы хотел получить максимальное качество за небольшие деньги? Мышка Razer Viper Mini, клавиатура GK61, наушники, естественно, AirPods, микрофон Fifine K669 и пантограф к нему, веб-камера Razer Kaya, два монитора от AOC, один на 144 Гц, а второй простой, коврик самый дешманский, но при этом самый большой, игровое кресло Cougar за 19к и стол с DNS за 6000 рублей. А на этом ролик заканчивается. Олды помнят, что 3 года назад мы собирали только игровые девайсы, то есть клавиатура, мышка, микрофон, а здесь мы поговорили вообще про все, что понадобится геймеру. Надеюсь, вам понравился такой формат. Если вы хотите продолжение, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Также, если под этим роликом за неделю соберется 25 тысяч лайков, то я выпущу видео про самые офигенные атрибуты для геймеров, то есть всякие микроприкольчики с Алиэкспресса, которые вы точно нигде не видели, которые прям улучшат ваше игровое место. Эту идею я вынашиваю уже 2 года, и в своей голове и в корзине Алиэкспресса я собрал уже реально уникальные товары, которые вы нигде не видели. Поэтому ставьте лайки, и такой ролик обязательно будет. А вам большое спасибо за просмотр, пользуйтесь только лучшими девайсами и оставайтесь такими же классными. Пока. Видос закончился, короче.